Всем привет! Вот я решил снять видео про кожу натуральную, автомобильную. Чем вообще она отличается? И, может быть, постараюсь объяснить, как я э, определяю качество, что ли, или как с ней работать. В общем, нюансы, по которым я оцениваю кожу. Вот так, наверное. Вот у меня лежат две половинки, но там даже меньше, чем половинки, которые я не использую, которые у меня лежат уже, наверное, года два, если не больше, которые я брал, ну, короче, у продавцов кожи, автомобильный, натуральный, у нас тут. Вот, сейчас я их разверну и покажу вам их. Вот, ну, с этой я использовал, на руле она вообще никак, а там на чехольчике КПП, ну, в принципе, вот с такой кожей, получается, и работаешь. Почему я с ней не могу рули сделать? Ну, во-первых, у него вот эта вот вся часть боковина. Вот в таких вот, видите? Когда кожа вот с такими, ну, в общем, с этим не работают. Вот так почти по всей коже. И, ну, тут более живое место возьму. Вы когда на руль натягиваете, вот что-то типа такого происходит, да, местами? Здесь видите, какие складки? В принципе, на кожзаме тоже можно так проделать. Но суть в том, что здесь вроде не так их много, но они неизбежно появляются. То есть небольшой изгиб, и вон их сколько. И ты, получается, страдаешь, работая с ней. И все равно у тебя не очень качественная работа получается. И дело не в тебе, а просто в том, что кожа. И когда новички спрашивают, типа, пришли мне остатки потренироваться, вы просто подумайте, что у вас не получается с кожей натурально работать, потому что это вот эти остатки я же не просто так не использую. Сейчас я вторую разверну. Вот вторая тоже использована, что возможно, на чехольчике и на всякое такое там. Ну, казалось бы, нормальная. Это кожа не первого, естественно, и не второго, и не третьего. Это как будто бы, знаете, вот эту кожу берут, просто едут возле завода на помойке, подбирают. Тоже она вроде бы нормально, но вот смотрите. По всей коже вот это. То есть вот, видите, чуть-чуть ее сминаешь, и вот это лак-красочное покрытие как будто домиком становится. Невозможно ничего сделать с ней. Сейчас я покажу свою кожу. На нее даже не фокусируется телефон, потому что там нету таких складок. Вот это та кожа, с которой я работаю, и ее продаю, когда она бывает. Вот такие бывают, да? При натяжении вот так вот сразу исчезают они. Тут даже вот смотрите, это край. Вот по краю прям пройдем. Тут даже на краях такого нету. То есть вот так вот гнете, видите их по минимуму. То есть вот здесь вот, например, вот так загибаешь, примерный изгиб, да? Вообще их нету. И тянется она хорошо. В работе вообще кайф. Вот, в общем, примерно вот такими способами, по ощущениям, пробуешь, как она тянется. Ну, вот так вот берешь. Попробовал, как тянется. Помял ее, с той стороны посмотрел. Вот задняя сторона у нее тоже получается. И берешь, потом кайфуешь, работаешь. Теперь немного о других. У меня кусок псевдоперф остался. Кстати, к сожалению, тут нет такого. Но она, как правило, с псевдоперфой, ну, нормальная кожа. Но у нее бывает, они идут полушкурками, и у нее бывает, что как бы отпечатает станок в одном месте по полушкурке, вот так дырочки не совпали, и она идет прям вот так вот поперек. Это считается нормальным у псевдоперфа.
Ну и она бывает не очень тянется, но в целом особых проблем не создает. Еще, кстати, для новичков информация. Ребят, натуральная кожа, цена на нее в квадратных метрах, как правило, указывается. А продается она минимум полшкурки. Шкурки у автомобильной натуральной кожи, то есть я уточняю специально, потому что есть знатоки, которые с автомобильной кожей не сталкивались и, отталкиваясь от знаний о другой коже, считают, что так во всем. Вот. 4-5 квадратов, как правило, натуральная кожа. Шкурка автомобильная, она вся окрашенная с завода. Если она фактурная, то фактура это печатается, как и на кожзаме. Вот, есть такая шкурка. Она как Монза или как Аврора кожзам. На старых Мерседесах использовалась. Я ее на руле не пробовал, но мне кажется, нормально будет. Кстати, есть половинка такой шкурки на продажу, если кому надо. Потом, есть кожа вот такая. Она достаточно плотная. Вот эта кожа идет на сиденьях Audi. Я ее на руле не пробовал. Я сомневаюсь, что получится. Ну, надо попробовать как-нибудь. Может, попробую. Может, с бровопелом сработает. На аудюху, как правило, ну, вообще долго сиденья не изнашиваются. Но сейчас мне уже несколько машин приезжало. У них типа S-Line сиденья, вот тому подобное. У них, когда подушка стреляет, у них боковину рвет. Вот прям несколько сидений приезжали в одном сиденье, в одном том же месте порвано. Вот это спасает. Отсюда берешь кусок, пришиваешь, и все как родное. Если что, если вдруг понадобится, могу чисто кусок отрезать даже вам на ремонт. Еще бывает вот такая напа. Она тонкая. У нее толщина 0,6. Кто не занимается, там вот, кстати, в комментариях кто-то я показывал, я писал, типа, рука не чувствует толщину кожи. Да это-то вообще, может и не чувствует, но когда мастер делает ручку, он вообще прекрасно чувствует. Во-первых, чехольчики, они все из тонкой кожи или кожзама сделаны. И чтобы сделать из толстой, либо вам кусок надо отфортунить с помощью такой лапки. И либо просто края, ну тогда он будет дубовый. Есть ручки, где зазоры. То есть вам надо подгонять эти куски, короче, кожи, чтобы там, где стыки, где одеваются пластмасска с цифрами, чтобы тонко было. А здесь вы берете кусок, ваговские вот эти ручки, Kia Rio, ничего не делаете, просто из этого куска сразу шьете, и все прекрасно. И вот такая ручка Audi A5, 2008 год. Хрен вы ее сделаете нормально из толстой кожи. Вот так вот будет. Специально оставил ее. Я пробовал несколько раз. Не натянется. Вот, посмотрите, круг. Ну, вот, кто работает с кожей, тут прекрасно понимаешь, что хрен ты ее натянешь. Потом еще сюда хрен запакуешь. А вот с этой все прекрасно получается. И то даже там приходится бровопел использовать. Вот такая кожа. Если вдруг кому-нибудь надо, четвертинка есть. Попробовать. Если надо, пишите. Еще, ребят, что хотел сказать. Вот бывает, например, на автомобиле на ремонт сиденья, да, цвет какой-нибудь, либо руль цветной. Никто не заказывает, как правило, эту кожу, ну, мастера. Есть только крупные автоателье, которые много салонов перешивают. Потому что вы закажете, у вас эта шкурка будет всю жизнь лежать. Ну и как бы для клиентов тоже эта информация полезна будет. Вот поэтому и предлагают кожзам. Вот, например, смотрите, у меня есть такая кожа. Вот это на какую-то Тойоту оригинальная кожа. Ну, там на Прадик, что ли, какой-то. Она сероватая и такая фактура. Я заказывал ее на ремонт у человека. Кстати, кто сомневается, типа вот безопасность восстанавливается, а вдруг не стрельнет. Вот у него заводская подушка в руле. У него 2 патрона. 2 патрона как работает? Сначала стреляет один,
выталкивая, как бы разрывая, да, и второй догоняет его. Типа они вот так вот стреляют. Ну, только это гораздо быстрее, конечно, чтобы понять просто. И у него высыпался со второго патрона порох, горящий на сиденье. Заводская. Это безопасность была. Так что, ну, видите, это не от людей зависит, а просто от какой-то фактор, я не знаю, что там произошло. Или лежала, может, она где-то там. Так вот, эта шкурка лежит у меня. Казалось бы, Toyota распространенная. 2 или 3 года. Серая. Есть бежевая такая же, тоже оригинальная Toyota. Лежит без дела. Не подходит. А представляете, коричневая будет. Просто вы потратите 20-25 тысяч на шкурку, потому что цветную, скорее всего, половинкой не продадут. И, ну, получается, просто потратитесь, а не заработаете. Поэтому, если, допустим, клиент уж очень сильно хочет, и у него возможности позволяют, он покупает себе шкурку или, если возможно, половинку, оставляет ее себе, а вы перетягиваете руль. Так, у кого вопросы будут по коже, пишите в WhatsApp, снизу я номер оставлю. Но просто та кожа, которая мне приходит, она сразу же уходит, скорее всего, в пути. Ее уже всю бронируют, потому что, ну, постоянно клиенты знают, что это за кожа. Не знаю, вы поэтому попадете вы на нее, нет. И еще про очиститель расскажу, покажу, какой я использую для кожи, потому что тоже часто спрашивают. Вот, я беру вот такими пятишками, вот этот очиститель. Мне он нравится, он недорогой и охеренно чистит, 1890, что ли, 5 фунт стоит. Вот. Крем от Литек использовал, но, по-моему, сейчас он тоже нереальных денег стоит. Это у меня еще старый остался. У меня еще другие разные крема, если я экспериментирую. Вот. Поэтому я не знаю, буду ли я сейчас брать Литек, когда такие цены. Смысл. Как минимум в 2 раза дороже, чем другие. Вот этот очиститель вот в таких литровых, по-моему, литровая, 750 миллилитров бывает. И покупайте вот такой просто пеник, его туда наливаете. Вот это 130 стоит. Бывает подороже, может подешевле найдете. И он делает пену, вы нажимаете, он сразу пенку дает. Бывают комплекты такие. Очиститель там идет, пенник, щеточка, тряпочка. Можете их брать. И кожу, и кожзам. Лучше влажными салфетками не протирать, а протирать как раз очистителем для кожи и потом кремом мазать. Если вы, допустим, руль чистите, или протирайте просто влажной тряпочкой. С сырым рулем лучше не ездите, там, ну и с потными руками. Он быстрее износится неизбежно. Продают специальные салфетки для кожи, можете их купить. Но если чистите руль, лучше перед тем, как уйти домой, чистите. И потом уже спокойненько он высохнет, и все будет нормально. С сиденьем, даже если это кожзам или винил, то же самое. Крем будет трескается из-за того, что теряется эластичность. Вот крем будет поддерживать эту эластичность. Оно по-любому чуть дольше проживет. Ну, еще зависит от эксплуатации, конечно. Вот такая вот инфа. Так что подписывайтесь. А хотя можете не подписывайтесь. Все равно этот YouTube вообще денег не приносит. Снимаю ради съемок, так сказать, выкидываю свое время. Не знаю зачем. Ну, вам для инфы. Вам по-любому по кайфу некоторая инфа. Ну, кому-то не по кайфу. Без разницы.